Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну что, как обычно, шьем из непонятно чего красоту. Завалялись у меня куски драпа, обрезки мебельной ткани, остатки от старых джинс. Объединяет их одно. Они все очень толстые и плотные, и маленькие. Для начала их переберем и где сможем, вырежем квадраты 15 на 15 сантиметров. Не получается, значит делаем прямоугольники 7,5 на 15 сантиметров и маленькие квадратики 7,5 на 7,5 сантиметров. И приготовим еще полоски ткани шириной 3 сантиметра. Это будут соединительные бейки. Начнем работу с самых маленьких квадратов. Разделим их на две кучки. Квадратом из первой кучки пришьем бейку с одной стороны. Шьем сразу много, гирляндой, насколько позволяет длина бейки. И можно также пришить бейку и к длинной стороне прямоугольников. А уже после этого разъединим детали. Дальше бейку отгибаем и приставляем к ней вторую деталь. Ширина бейки была 3 сантиметра. По 0,7 сантиметра ушло в швы с обеих сторон. Когда разворачиваем заготовку, то с лицевой стороны бейка 1,5 сантиметра. А с изнаночной все красиво, ткани лежат ровно, рядом. К прямоугольной детали с нашитой бейкой приставляем заготовку из двух маленьких квадратов и прокладываем строчку. Так работаем со всеми деталями. Смотрите, какие заготовки у нас получились. В готовом виде это квадрат 15 на 15 сантиметров. Сиреневые бейки у меня закончились. Подобрала немного другого цвета. На следующем этапе работы также через бейки соединяем заготовки квадраты в полосы. По задумке достаточно 4 квадратов. Теперь готовим основу для нашего коврика. Ткань должна быть очень крепкой и плотной. А в качестве утеплителя возьмем холстопрошивное полотно. На нем удобно работать, оно не скользит, как синтепон. Чтобы эти слои не смещались, можно в нескольких местах прошить иголкой с ниткой. Конечно, каждый мастер сам решает, что и как делать. Я просто делюсь своим опытом. Дальше берем нашу первую полоску, укладываем ее с края и фиксируем иголочками. Для того, чтобы коврик не деформировался под своей тяжестью и лежал ровно на одной плоскости с игольной пластиной, воспользуемся самодельным приставным столиком. Первую лоскутную полосу просто пришьем к основе. Можно это сделать прямой строчкой, но я установила на своей швейной машинке фигурную строчку, когда машинка делает 3 стежка в одну сторону, потом 3 в другую. Длину и ширину стежков сделала максимальную. И получилась такая сложная стежка. Следующий шаг. Пришиваем бейку. Накладываем ее лицом к лицу,
к нашей лоскутной детали и пришиваем прямой строчкой. После этого берем вторую лоскутную полоску, цепляем ее к основе булавочками и пришиваем фигурной строчкой. Сначала с края, потом и посередине. Вот деталь лежит ровно. Края соприкасаются, но не находят друг на друга. Утолщений нам не надо. А вот теперь мы бейку разворачиваем, подгибаем открытый срез и пришиваем, закрываем все швы и соединения. И с лица, и с изнанки все получается чисто и аккуратно. А дальше работаем так же. Нашиваем бейку, потом широкую лоскутную деталь двумя строчками и закрываем все бейкой. Я немного поработала за кадром, всю основу зашила. Теперь подровняем края, и коврик почти готов. А на втором коврике надо сделать фигурный вырез. Не стала зашивать, заполнять это место. Сейчас все промеряем прямо на месте и наметим линии среза. По форме коврика вы уже догадались, для чего и куда мы его шили. Да, самая востребованная вещь. Как-то ученые посчитали, куда уходит жизнь. Оказывается, 25 лет мы спим, 10 лет мы работаем. На еду уходит примерно 4 года. Умываемся и принимаем душ 1,5 года. И 1,5 месяца мы находимся в туалете. А если учесть, что сейчас многие заходят туда с телефонами, то это помещение уже становится почти рабочим кабинетом. У наших ковриков остается только обработать края бейкой. Для этого вырежем прямые полоски ткани шириной 5 сантиметров. Приставляем лицом к лицу с лицевой стороны и пришиваем. Обратите внимание, как обрабатываем угол. Не доходя до края примерно 0,7 сантиметра, заготовку разворачиваем на игле. Бейку подтягиваем, формируем складку, вытягиваем угол, укладываем ее, ткани поправляем и шьем дальше. И посмотрите, как мы потом работаем. Бейку расправляем, отгибаем на другую сторону, подгибаем. Строчку прокладываем по лицевой стороне в шов. Она потом будет спрятана наплывающей тканью, а с изнанки все чисто и аккуратно прошито. В углу ткани поправляем, и все формируется автоматически. Вот такие два замечательных коврика у нас получились. Комплект как раз для ванной и туалета. Они не очень большие по размеру, и в случае необходимости их очень легко постирать в стиральной машинке. Девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею, показала, как можно работать с плотными, толстыми тканями, как их шить, чтобы не было толстых швов и соединений.
А вы уже смотрите по своему материалу. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Жду вас всех в своих группах в Одноклассниках, ВКонтакте и на платформе Яндекс.Дзен. Там вы можете поделиться фотографиями своих работ. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно поделитесь моим видео в соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!